Привет, куберы! Это внеплановое видео, в котором я бы хотел поделиться инфой про одну супер горячую новинку, а также рассказать про другие головоломки и кубики Рубика, вышедшие в последнее время. Если тебе нравится узнавать обо всем раньше других, и ты хочешь поддержать такую новостную рубрику, чтобы она выходила в будущем на регулярной основе, в которой помимо новинок я буду освещать новости спидкубинга и, возможно, какие-то значимые события, соревнования, рекорды и так далее, то поставь этому видео огромный жирный лайк, чтобы я это заметил, и напиши комментарий по теме видео. А если ты здесь впервые, то помимо того, что я сказал сделать до этого, еще и подпишись на канал. Для меня это очень важно, так как я всегда стараюсь делать видео максимально полезными и информативными. По статистике количества лайков, комментариев и подписок я пойму, нужно ли продолжать делать данную рубрику на регулярной основе. Valk 3. Слухи о новом кубике Valk 3 ходили уже давно, кто-то его даже называл Valk 4, но мне кажется, что тройка в названии означает, что кубик 3 на 3. И вот наконец Mofang в своем инстаграме анонсировали новый кубик Рубика Valk 3 со сменными магнитами. Не знаю, кто придумал из производителей сменные магниты первым, но у всех крупных производителей в разных интерпретациях появляются кубы с регулировкой магнитов. Мне кажется, что идея со сменными магнитами витала в воздухе, и подхватить ее могли абсолютно все, так как она в принципе довольно очевидна. Если не ошибаюсь, прототипы Валка и Гана были выложены практически в одно время, с разницей может быть в несколько дней. В отличие от Valk 3, реализация у GAN отличная, замена магнитов очень удобная и быстрая, как я говорил в предыдущем видео, замена занимает 30 секунд. А вот у Valk замена магнитов осуществляется гораздо сложнее и дольше, поскольку магниты расположены на ответвлениях, которые в свою очередь расположены на ножке, а эта ножка находится внутри угла. То есть, чтобы заменить магнит, нужно вытащить все 8 углов из куба, далее разобрать их. Все это может занимать по времени легко от 5 до 10 минут. Если вы не умеете разбирать углы, то это может быть еще дольше, так как там хитрая система с защелками при разборе куба. Основная фишка нового Valk 3 — это заменяемые магниты. В комплекте будет 3 сета, и один сет, судя по всему, внутри, но это не точно. Mofang заявляет, что будут еще какие-то другие фишки, про которые пока ничего не известно. Называться он будет Valk 3 X или 10. Шучу, я не знаю, как он будет называться. Но как бы он ни назывался, мне не очень нравится то, в какую сторону движется Mofang. Они делают все в сторону удорожания. Когда вышел первый Valk 3, он был явным антагонистом кубиков от GAN. Был плюс-минус таким же крутым и стоил в 2-2,5 раза дешевле, и это очень круто. А с выходом поколения Power разница в цене составляет уже около 30%. С выходом следующего поколения разница в цене будет уменьшаться еще сильнее, и постепенно цены будут сравниваться. Но с другой стороны, Mofang развивают все сегменты, и флагманские, и бюджетные. Если вы внимательно ознакомитесь с их ассортиментом, то можете заметить, что у них есть практически все официальные головоломки, начиная от бюджетных и заканчивая флагманскими. И Valk 3 не исключение, в отличие от головоломок GAN. Прежде чем я продолжу, я бы хотел представить спонсоров сегодняшнего видео. Ими выступают два моих уже не ленивых инстаграма. Вот только недавно выложил классные фото с кубами. Обязательно посети и посмотри. Уверен, что тебе понравится, и не забудь подписаться. Также у меня есть второй канал. В данный момент я там выкладываю видео с тестами разных кубов. Беру какой-нибудь кубик и собираю несколько попыток под музычку. Рекомендую заценить. Буду рад любой твоей поддержке, в том числе, если ты расскажешь друзьям про мои каналы и соцсети. Большое спасибо. Rubik's GAN 2 на 2. Про этот кубик Рубика вы могли уже слышать, слухи о нем появились в середине лета. Этот куб является второй коллаборацией GAN и Rubik's. Напомню, что первый их совместный куб был GAN Rubik's 3 на 3. Я так понимаю, что GAN в данной коллаборации полностью отвечают за разработку, а Rubik's дают использовать свое имя, так как своих очень хороших скоростных решений они не имеют, поэтому и получилось такое взаимовыгодное сотрудничество. В ассортименте GAN уже есть кубики Рубика 2 на 2, и все они очень средние, но при этом GAN решили сделать четвертую двушку. На мой взгляд, внутреннее строение у GAN 2 на 2 и GAN Rubik's 2 на 2 практически идентичное, а именно такие же: фирменная крестовина, форма центра и форма внутреннего ребра. Прям вот если смотреть на глаз, получается чуть ли не один в один. Единственное отличие, которое выделяет эту двушку на фоне других, это то, что вместо наклеек используются пластиковые вставки. Это очень редкое явление среди головоломок, а именно кубиков Рубика. Помимо оригинального Rubik's 3 на 3, GAN Rubik's 2 на 2 и GAN Rubik's 3 на 3 я навскидку могу вспомнить всего 3 куба. Это Feng Shi 2 на 2, Cyclone Boys 2 на 2 и Cyclone Boys 3 на 3.
Я не знаю, зачем Gun Rubix это делают, мне кажется, эти решения сложнее и дороже в производстве, а кубик лучше не сделают, но возможно они делают ставку на долговечность, и при этом не хотят делать кубик полностью цветным, потому что многие люди говорят, что кубик в цветном пластике выглядит дешево, и хотят, чтобы он был в классическом черном пластике, как в старые добрые 80-е, сохранив те самые ностальгические ощущения, прошедшие до наших дней через долгие годы. Мою Weilong GTS 3M. Этот кубик вышел где-то в первых числах лета в единственной магнитной версии, и вначале он мне показался очень сомнительным, о чем я говорил в своих предыдущих видео про этот кубик, но все обошлось, и кубик оказался классным, рюшки едва заметны при вращении и не вызывают у меня никакого дискомфорта. Но многим показалось, что магниты у этого кубика очень сильные, а я наоборот же считаю, что они в самый раз. И именно в такой конфигурации этот кубик мне настолько понравился, что стал моим основным 3×3. Спустя какое-то время вышла версия без магнитов. Я все понимаю, все хотят хороший кубик, но не все себе могут позволить магнитный, а кто-то может вообще не любит магнитные, наверняка такие люди тоже есть. Еще спустя 2 месяца вышла версия с более слабыми магнитами. Для меня это стало супер удивлением, я этого вообще понять не могу. То ли фанаты завалили просьбами сделать более слабые магниты, то ли Мою поняли, что конкуренты в лице Mafang и Gun представили кубы с заменяемыми магнитами, а у них ничего подобного нет, а ответить чем-то нужно, и решили ответить просто 3 разными версиями кубика на любой вкус, чтобы удовлетворить потребности самого требовательного спидкубера. Но даже несмотря на это, у Мою система настройки намного более совершенная в плане регулировки натяжения относительно того же Gun и уж тем более Mafang, так как она может сделать куб неузнаваемым и не нужно менять магниты, но вот они решили перестраховаться и сделать 3 разных версии. Как я уже сказал, этот кубик вышел в одном цветовом решении, из цветного пластика. Кого-то это возмутило, кому-то наоборот понравилось. Лично мне очень нравятся цветные кубы, и я солидарен с решением только цветных кубов на 100%. Кто-то говорил, что неплохо было бы, чтобы этот кубик был хотя бы из черного пластика, так как, наверное, это первый по популярности цвет. Логичным решением было бы выпустить куб из черного пластика, но не тут-то было. Они сделали не черный, а розовый. Объясню почему. Во-первых, этот кубик лимитирован и ориентирован только на внутренний рынок Китая и был приурочен к чемпионату Китая по спидкубингу 2018 года. Розовый цвет был выбран не случайно. Культ милоты, розовых смайликов, ушек и прочего в Китае очень сильно развит, и розовый кубик приходится очень в тему. Наверняка вы уже помните розовые кубы от других производителей, ноги растут именно отсюда. Gun 356 ARSM 2019. Никто, наверное, не в курсе про этот кубик, и поэтому беру на себя роль первопроходца и расскажу про него. Очень неожиданным для меня стал новый кубик от Gun, а именно Gun 356 ARSM 2019. Во-первых, сейчас идет 2018 год. Почему в названии 2019? Я не совсем понял, но у меня есть предположение. Возможно, производитель снимает старые кубики Gun SM с производства, и впоследствии останется только новая версия. Но поскольку год заканчивается и использовать название 2018 как-то сомнительно, так как оно быстро потеряет актуальность. Когда я узнал про этот кубик, у меня сразу возникло 2 вопроса, и наверное у вас они такие же. В чем же отличие от старого Gun SM? И почему нельзя было дождаться конца года и анонсировать в начале следующего? По информации, которая у меня есть, этот кубик был приурочен к финалам на чемпионате по спидкубингу от Red Bull. Для тех, кто не в теме, на днях были финалы, и Gun туда вписались со своими кубами, спонсором или кем-то там еще. Даже есть кубики Gun с символикой Red Bull, что подтверждает мои слова. А основное отличие нового Gun SM от старого в том, что производитель заменил систему гаек и сделал ее как на кубике Gun 354M, про который я уже рассказывал. Ссылка на видео будет в описании, а также появится подсказка. Поскольку гайки были заменены на новые, пришлось немного переделывать строение, а именно был чуть-чуть изменен центральный элемент крестовины, а рельсы на углах стали более явными. Цена этого кубика такая же, как у предыдущего Gun SM, около $50, что в принципе немного странно, так как по идее цена на предыдущий куб с выходом более нового должна уменьшиться, но почему-то этого не происходит. По текущему курсу доллара цена составляет более 3000 рублей, а именно где-то 3200, что для 3×3 по моему мнению очень много. Кстати, по поводу ценообразования на этот куб меня удивил один факт. При новой системе гаек Gun в комплект кладут одну коробку с гайками, в которой 3 сета, а при старой системе было 2 коробки по 3 сета, то есть вдвое больше. Что произошло? Gun выкинули один сет с менее популярными гайками, а цену не уменьшили, вот прям гениально.
Если тебе понравилось это видео про новинки и мое мнение о них, поставь лайк этому видео и напиши комментарий, что думаешь по этому поводу. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые еще более крутые видосы. Подписывайся на мои инстаграмы, вступай в паблик ВКонтакте, добавляйся в друзья, буду рад всем, все ссылки на соцсети в описании. А еще у меня есть второй канал, на котором я выкладываю разные видосы, тоже обязательно подписывайся. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. На этом у меня все, с вами был Прокубер, собирайте кубики.